Сегодня мы поговорим о тех продуктах, из-за которых болят суставы. А чтобы знать, какие продукты точно нужно выкинуть из своего холодильника и оставаться активными и здоровыми даже после 60 лет, досмотрите этот ролик до конца. Роль пищевых продуктов в лечении симптомов артрита. Пищевые продукты играют важную роль при артрите, поскольку они могут либо помочь уменьшить воспаление и справиться с симптомами, либо усугубить воспаление и усугубить симптомы. Артрит – это хроническое заболевание, характеризующееся воспалением суставов, и определенные продукты могут либо усиливать, либо уменьшать воспаление в организме, что может повлиять на симптомы артрита. Как правило, воспаление не является чем-то плохим, оно на самом деле защищает наш организм от инфекции и способствует заживлению ран. Но когда воспаление сохраняется в течение длительного периода, могут развиться хронические симптомы, что вредно для наших суставов и общего состояния здоровья. Итак, если у вас артрит или боли в суставах, вам следует избегать определенных продуктов, которые могут усилить воспаление и боль в суставах. Жиры, вызывающие воспаление. Некоторые виды жиров усиливают воспалительные процессы в организме. По данным Фонда борьбы с артритом, человек, страдающий артритом, должен ограничить потребление омега-6 жирных кислот, насыщенных жиров, а жиры и трансжиры могут быть вредны для людей, страдающих артритом. Некоторые масла, такие как кукурузное, софлоровое, подсолнечное и растительное, содержат большое количество омега-6 жирных кислот. Хотя омега-6 жирные кислоты не вредны в умеренных количествах, чрезмерное потребление может усугубить боль в суставах. Насыщенные жиры также вредны для суставов. Согласно рекомендациям по питанию, насыщенные жиры должны составлять менее 10% от общей суточной нормы потребления калорий человеком. К продуктам, содержащим большое количество насыщенных жиров, относятся жирные сорта мяса, такие как говядина, свинина и баранина. Домашняя птица с кожей, например, курица и индейка, кожа содержит относительно большое количество жира. Поэтому ее удаление может помочь снизить потребление насыщенных жиров и общую калорийность. Полножирные молочные продукты, такие как цельное молоко, сливочное масло и сыр. Десерты и хлебобулочные изделия с высоким содержанием жира, такие как торты, печенье и выпечка, фастфуд и жареные продукты, такие как картофель фри и жареная курица, животные жиры, такие как свиное сало и топленый жир. Когда дело доходит до лечения артрита, продукты, которые вы употребляете, могут сыграть важную роль. Делая осознанный выбор, вы можете облегчить симптомы и, возможно, даже замедлить прогрессирование заболевания. Избегайте трансжиров. Одним из важных соображений является отказ от трансжиров. Несмотря на то, что использование трансжиров в готовых продуктах запрещено, некоторые обработанные пищевые продукты все еще могут содержать эти вредные жиры. Очень важно ознакомиться с разделом «Пищевая ценность» и списком ингредиентов, чтобы убедиться, что вы не употребляете трансжиры, которые могут способствовать воспалению и усугублять симптомы артрита. Ограничьте потребление напитков, подслащенных сахаром. Недавнее исследование показало, что люди, регулярно употребляющие газированные напитки, подслащенные сахаром, имеют повышенный риск развития ревматоидного артрита. Частое употребление этих напитков также может привести к ожирению, воспалительным процессам и другим хроническим заболеваниям. Важно помнить о добавлении сахара в свой рацион, в том числе в сухие завтраки, соусы и безалкогольные напитки. Они образуются в результате определенных процессов и содержатся в сырых кормах для животных по самой своей природе. Способы приготовления одними из самых богатых пищевых источников на протяжении веков являются продукты животного происхождения с высоким содержанием белка и жира, которые обжариваются, гриль-бублики, опаливают или тушат на гриле. Примерами таких продуктов являются бекон, говядина, обжаренная на сковороде или гриле, запеченная птица и хот-доги на гриле. Картофель фри также богат жирными кислотами, в том числе американским сыром, маргарином и майонезом. Возрастные изменения в костях и суставах также могут играть роль
в развитии воспалительного артрита. На самом деле, у людей с воспалительным артритом, как было показано, уровень накопления H в организме выше, чем у людей без этого заболевания. Когда H накапливается в организме в больших количествах, могут возникать окислительный стресс и воспаление. Продукты, содержащие глютен, являются следующими в нашем списке, которые следует исключить из своего рациона. Глютен – это белок, который содержится в пшенице, ржи и ячмене. Доказано, что люди, страдающие целиакией, негативно реагируют на глютен. Продукты, содержащие глютен, вызывают аутоиммунное заболевание – целиакию. Другим аутоиммунным заболеванием является ревматоидный артрит. Было замечено, что употребление продуктов, содержащих глютен, может усугубить дискомфорт в суставах и воспаление у пациентов с ревматоидным артритом. Однако, если у вас уже есть остеоартрит, вам, вероятно, не стоит беспокоиться по этому поводу, потому что основной причиной остеоартрита является постепенное изнашивание суставов. Более того, существует мало доказательств прямой связи глютена с остеоартритом. Диеты, богатые пуринами, также вредны для суставов. Пурины – это химические вещества, содержащиеся в пище, которые расщепляются организмом. Тем не менее, исследования показывают, что не все диеты с высоким содержанием пуринов вредны. Овощи, включая фасоль, цветную капусту и грибы, не повышают риск развития подагры. Наконец, что не менее важно, потребление продуктов с высоким содержанием натрия или поваренной соли может повысить риск развития аутоиммунных заболеваний, таких как ревматоидный артрит. Продукты с высоким содержанием соли могут усугубить симптомы артрита. Помимо повышения артериального давления и риска развития у человека других хронических заболеваний, таких как болезни почек и сердечно-сосудистой системы, чрезмерное потребление натрия также может привести к повышению артериального давления. Сердечный приступ и сердечная недостаточность, если у вас артрит, соблюдение здорового питания и образа жизни может помочь уменьшить симптомы. Людям следует ограничить ежедневное потребление натрия до уровня менее миллиграмма или примерно 1 чайной ложки соли. Запомните этот образ жизни. Лечение артрита народными средствами. Нетрадиционная медицина способна стать большим подспорьем в борьбе с артритом. Важно лишь посоветоваться с врачом и выбрать для себя наиболее эффективные и безопасные рецепты нетрадиционного лечения, которые не нанесут вреда здоровью. Большое разнообразие рецептов для лечения артрита народными средствами позволяет больному человеку выбрать наиболее подходящее для него природное лекарство наружного и внутреннего применения. Рассмотрим народные методы подробнее. Подписывайтесь на наш канал, чтобы знать все о полезном питании и опасных заболеваниях.